Привет! Это Светлана Васильева. Я арт-директор фестиваля «Арт-диалог». В этом году прошел наш 9-й выпуск. И мы сегодня поговорим о следующем нашем концерте, о следующем нашем приключении. Хотите узнать о самой талантливой и красивой паре в классическом музыкальном мире? Как живут семьи гастролирующих солистов? Как важна профессиональная логистика и самые маленькие детали для успешного концерта? Вся правда. Наши приключения продолжаются, и сегодня я вам расскажу о самой красивой и талантливой паре, об Алене Баевой и Вадиме Холоденко. Мы давно хотели пригласить ребят на наш фестиваль, и наша мечта сбылась. И именно 3 сентября ребята смогли приехать к нам. Ура! Алена Баева – одна из самых востребованных скрипачек ее поколения. Она многогранная, настоящая красавица. Нью-Йоркская критика назвала ее самой соблазнительной скрипачкой современности. Вадим Холоденко – это мой земляк, родом из Киева. Глубочайший талантливый человек с необыкновенной теплотой сердечной и чувством юмора. Услышать этот дуэт – это просто нереальная радость, а особенно на нашем фестивале. Это просто мечта любого арт-директора. Это семейная пара концертирующих музыкантов, которые очень редко видятся дома. У каждого очень сложный концертный план и концертная жизнь. Но иногда они музицируют вместе, и как раз это и было подарком для нашего фестиваля. У Вадима в это время были концерты во Франции, и он путешествовал из Люксембурга, когда он между концертами заехал домой. Мы, конечно, не знали, что был карантин введен для Люксембурга, об этом мы узнали потом. Но он спокойно сел в поезд и спокойно приехал. У Алены все было намного сложнее. У нее параллельно шел проект в Берлине, какой-то социальный проект с оркестром, очень важный. И я была поражена, что Алена принимает участие не только в каких-то очень важных концертах для нее как солистки, а еще она поддерживает социальные проекты, что говорит о ней как о музыканте широкого масштаба. Конечно, это была накладка, но мы постарались создать все абсолютные условия для Алены, чтобы она комфортным образом приехала и сыграла концерт. Это очень важно, потому что мы сами музыканты и знаем, что важно для музыкантов. Если честно, мы очень-очень старались и создали все условия, чтобы Алена могла хорошо отдохнуть перед концертом. В 12 она прилетела в Цюрих, и за ней поехали, встретили. Потом был обед, мы пообщались, был отдых, и в 16:00 ребята уже репетировали в зале перед концертом. И, конечно, чтобы было удобно для всех, ребята, к нашему счастью, приняли предложение остановиться в нашем доме. И, конечно, Вадим нас осчастливил своей игрой на нашем знаменитом пианино. А вы смотрели предыдущую историю о приключениях Луки де Барга и его истории с нашим пианино? Ссылочка здесь, вы можете посмотреть. Я хочу сказать, что для меня концерт Алены и Вадима был вдвойне, потому что они играли мою любимую Крейцерову сонату Бетховена. Но как? Это был вообще один человек. Они сливались в тембре, они дышали вместе. Это была невероятная ансамблевая игра. Я сама скрипачка и знаю каждую ноту. Для меня это была просто, фантастика. Я просто нереально счастлива и благодарна. Я влюбилась в их игру. И мне очень захотелось послушать их как солистов. И Вадим сказал, что у него будет концерт во Флоренции. И я с нетерпением его ждала. Концерт у нас был 3 сентября,
А концерт во Флоренции, сольный его, должен был быть 18 октября. И как только он мне сообщил, что все-таки Италия открывает границы и концерт состоится, мы взяли тут же машину и поехали на концерт. Вадим играл как бог. Я была потрясена концертом. Такой глубочайшей игры я редко встречала и просто стала фанатом Вадима, если можно так сказать. А потом мы на следующий день провели целый день вместе, и его менеджер, замечательный человек, его зовут Марио, он нам показал Флоренцию не для туристов. Это был солнечный, замечательный день, и Флоренция открылась просто вообще с другой стороны, и я была счастлива. При любой возможности я стараюсь слушать лайв-концерты живьем. Поэтому, как только у меня выпадает такая возможность, я еду и слушаю. И, конечно, особенно тех, кого люблю. Я невероятно счастлива, что познакомилась в этом году с такими искренними, настоящими, глубокими, фантастическими музыкантами. И, конечно, я жду непременно новую встречу. С вами была Светлана и Арт-диалоги. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и наши соцсети в Инстаграме и Facebook. Бай-бай! У нас начался дождь, но мы продолжаем нашу историю. Чтобы все состоялось и было удобно, наши ребята... Стало холодно, надо одеть шапку, конечно. Подожди, какая там фраза была? Подписывайтесь на наши.